Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Натан. Друзья, из моих видео вы уже могли видеть, что у меня имеется в наличии циркулярка с фуганком, даже две, большая и маленькая, несколько фрезеров, куча самодельных приспособлений, но для изготовления деревянных бочек мне катастрофически не хватало портативного рейсмуса. И вот наконец-то сбылась мечта идиота. Я приобрел рейсмус Утул UTP-12. Данный рейсмус является братом-близнецом всем известного рейсмуса Jet JWP-12, и оба этих устройства изготавливают для нас китайские братья на одном заводе. Данный рейсмус находится в средней ценовой категории, и учитывая то, что он будет использоваться в основном для калибровки досок при изготовлении днищ на деревянные бочки, я думаю, что его будет вполне достаточно мне и как по надежности, так и по функционалу. Внутри рейсмуса у нас ящик с комплектующими, ручка для регулировки высоты подъема и опускания, резиновые накладки на ножки, противоскользящие, ну, собственно, сами ножи, которые еще необходимо установить. Ножи, кстати, перетачиваемые. В отличие от дорогих рейсмусов, на этом рейсмусе ножи, которые подлежат повторной заточке. Это большой плюс данной модели. Шаблон для установки ножей, болты, ключи, шестигранники и два переходника на подстружкозабор на 100 мм и на 50 мм. Ну и в двух словах, что собой представляет данный рейсмус Утул UTP-12. Рейсмус укомплектован коллекторным электродвигателем мощностью 1500 Вт. И на выходе из стругального вала мы получаем 9000 оборотов. Скорость подачи 7 метров в секунду, согласно паспортных данных. Максимальная ширина заготовки 318 мм. Толщина минимальная 6 мм, максимальная толщина заготовки 153 мм. Опускание и подъем стругального блока осуществляется с помощью данной рукоятки, которая смонтирована на одном из приводных валов. И на одном валу у нас имеется левая резьба, а на втором правая резьба. Синхронизация приводных валов для поднятия и опускания стругального блока осуществляется через промежуточный вал и вот такие вот конусные шестерни. Ну и чем хороши такие передачи, мы всегда можем вот сюда подмастить небольшие шайбы и тем самым убрать зазор между шестернями. Таким образом, сводя люфт, который присутствует в любой передаче, на нет. За один оборот мы опускаем или поднимаем стругальный блок примерно на 1,5 мм. Приемные столы оборудованы роликами для облегчения подачи заготовки. В верхней части корпуса рейсмуса установлены ролики дополнительные, используя которые можно перемещать с помощью помощника длинные заготовки и тем самым ускорить процесс калибровки наших досок. Очень важным моментом является наличие магнитного пускателя. Он препятствует повторному включению рейсмуса при внезапном пропадании электричества и потом при его появлении. Также в наличии есть кнопка снятия нагрузки. При перегреве двигатель автоматически отключается, и спустя 5 минут нам необходимо, нажав эту кнопку, снять нагрузку с электродвигателя. Друзья, что мне также понравилось, это наличие системы
которое препятствует неконтролируемому выбросу заготовки обратно на подающего работника. Это такие зубы. При подаче заготовки зубы, получается, принимают ее, но назад уже мы никаким образом не можем ее вытянуть. Это тоже большой плюс безопасности при работе с данным устройством. Для того, чтобы установить или отрегулировать ножи на фуганке, нам необходимо открутить 4 винта под шестигранник. Шестигранник входит в комплект поставки, и с его помощью можно легко открутить данные болты и снять диффузор стружкоотсоса. Открутив болты, я снимаю диффузор для установки ножей. Диффузор, кстати, закреплен с помощью вот такой вот цепочки. То есть снять его не так и просто. Это еще один плюс в корзину безопасности. И теперь у нас есть доступ к стругальному валу, и мы с легкостью можем установить или отрегулировать ножи. Кстати, на данном рейсмусе ножи уже стоят, а те ножи, которые в коробке, идут в качестве запасных. Друзья, это довольно приятный бонус. Я даже не ожидал. В спецификации к рейсмусу в перечне не было запасных ножей, так что мне довольно повезло. Мне остается только отрегулировать ножи с помощью вот такого вот шаблона, который тоже, кстати, идет в комплекте. Он сделан из довольно мягкого алюминия, и вероятность повредить кромку ножей очень маленькая. Вот ножи, которые идут в качестве запасных. Ножи, как я уже сказал, подлежат повторной заточке. И вот ножи, которые стоят на фуганке. Они подпружинены. Нам нужно поставить шаблон, прижать и затянуть 7 болтов, которые держат каждый нож. И еще один очень немаловажный момент, друзья. Учитывая то, что за один проход мы можем снять с нашей заготовки не более 2,5 мм, на данном рейсмусе сделан вот такой вот ограничительный выступ. Вот данный выступ, который выполняет у нас функцию ограничителя. При выставленной максимальной глубине рейсмусования в 2,5 мм через рейсмус мы сможем пропустить заготовку шириной не более 130 мм. Для того, чтобы пропустить заготовку большей ширины, нам необходимо будет уменьшить глубину съема. И для максимальной заготовки шириной в 318 мм глубина съема должна быть не более 0,5 мм, чтобы не перегружать электродвигатель рейсмуса. Минимальная длина заготовки должна быть не менее 200 мм. На рейсмусе имеется линейка для удобства установки необходимой толщины съема. Станина рейсмуса изготовлена из литого алюминия. На нее смонтирована вот такая пластина из нержавеющей стали, полированная, которая позволяет беспрепятственно пропускать заготовки через рейсмус. По бокам установлены ограничители ширины заготовки с одной стороны и с другой стороны, в которых сделаны технологические прорези, а на пластине сделаны выступы. И данные ограничители одновременно удерживают пластину на рабочем столе, не позволяя ей никуда перемещаться. Я провел первые испытания данного рейсмуса и уже готов поделиться с вами своими первыми впечатлениями. Работа рейсмуса мне в принципе понравилась. Ручка регулировки высоты работает на удивление довольно точно. За один оборот у нас получается опустить или поднять стругальный блок примерно на 2 мм. То есть если мы разделим окружность на 4 части, поставим соответствующие метки, нам удастся получить толщину съема в 0,5 мм.
По работе протягивающего механизма пока никаких замечаний у меня нету. Ролики протягивает заготовку без заеданий и проскальзывания. Что будет дальше, время покажет. Также, что мне понравилось, это отсутствие ступеньки в начале и в конце заготовки. Это говорит о том, что приемные и подающие столы выставлены правильно, причем они выставлены так на заводе изготовителей. Я никаких регулировок дополнительных пока не проводил. По уровню шума Рейсмус работает не громче, чем моя самодельная циркулярка. Ну и теперь то, что мне не понравилось. Это дефлектор стружка забора. Диаметр проходного отверстия 50 мм по наружу, то есть 45 внутри. Это очень мало. Я подсоединил самодельный циклон для отвода стружки, который в принципе неплохо справляется с поставленной задачей при работе с самодельными фрезерами, которыми я обрабатываю боковую грань клепок деревянных бочек. Кстати, кому интересно, как сделать самодельный фрезер для обработки боковой грани деревянной бочки, ссылочка будет в описании, заходите и смотрите. Самодельный циклон справляется с отводом стружки при работе с данным Рейсмусом процентов на 50. Часть стружки все равно остается под дефлектором стружкозабора и создает помехи при протяжке заготовки. Решением данной проблемы возможно станет применение более мощного стружкоотсоса или же доведение диаметра проходного отверстия хотя бы миллиметров до 100. Для проверки я снимал дефлектор стружкозабора и работал без него, то есть вообще без стружкоотсоса. Туда протяжка работает вообще без замечаний, но так делать нельзя, это идет вразрез с понятиями мер предосторожности при работе на данном Рейсмусе. Если вы будете использовать данный Рейсмус периодически, то есть пропустить одну-две доски, то в принципе такого стружкозабора вам будет вполне достаточно. Если же использовать Рейсмус постоянно и объемы переработки дерева будут довольно большие, то тогда необходимо что-нибудь предпринимать и переделывать данный дефлектор стружкозабора. Или же применять более мощный стружкоотсос. Хотя я думаю, решением проблемы это все равно не будет, так как дефлектор маленький и возможно будет забиваться стружкой. Ну и в завершение небольшой тест-драйв данного Рейсмуса Autul UTP-12. Итак, друзья, вот результат работы на данном Рейсмусе. Качество обработки довольно на высоком уровне, несмотря на бюджетную цену данного устройства. Это заготовки для донных клепок на деревянные бочки из шелковицы, а это из черешни. Буду пробовать делать бочку из черешни для выдержки крепких дистиллятов. Кому интересен процесс изготовления деревянных бочек от начала и до конца, заходите на канал, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. Вот полностью откалиброванная клепка для деревянной бочки объемом 10 литров. Без Рейсмуса достичь такой точности калибровки по толщине практически невозможно. При рейсмусовании вот такой дубовой доски шириной, наверное, миллиметров 150-160 и снятии за один проход не более 1,5 мм было заметно небольшое снижение оборотов электродвигателя Рейсмуса, что, учитывая его мощность 1500 Вт, в принципе ожидаемо. Но если выставить
глубину снятия за один проход не более миллиметра, мощности электродвигателя хватает с головой. Ну а на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, берите на вооружение мои идеи и наработки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!